Вот такой классный кофе на углях нам приготовили здесь, в Артахисаре. Что видно? Черепашка. Мы приехали в Ургюп и сейчас будем гулять по улочкам старого города. Мы спрятались в укрытии, пережидаем непогоду. Кепочку-то я достал, а вот, да. Вот а она. Вот очки, мои любимые, упали на выступ, на который уже залезть нельзя. Не, говорит, не делай. Мама расстроилась. Тести-кебаб мы сейчас будем кушать. Алиса спит, а мы с Геной ждем рассвет. Смотрите, какая красота. Встали в 5 утра, вышли на нашу веранду. Вокруг шары. Они сегодня все-таки полетели в нормальное время, но был дождь всю ночь, и всю красоту, все подушки, все смотали, все убрали. Так рано, и птицы очень громко поют уже. Всем доброе утро еще раз. Мы сейчас завтракаем, и планы у нас изменила Алиса, потому что заболела. 38,5 температура всю ночь была. Сейчас будем ехать к доктору по страховке, что-то решать. Едем сейчас не в Шихир, в госпиталь, к педиатру, чтобы она ее посмотрела и, возможно, выписала какое-то лечение, потому что мы пока не лечим, мы просто тупо сутки сбивали температуру. Но это что такое? Температура – это симптом. А причину мы пока понять не можем, потому что нет ни насморка, ни горло не болит, но особо ничего не болит, только жар получается. Георами очень маленький поселок, и здесь нет нормальной больницы. Мне в Шихире ближайший большой госпиталь, ехать нам буквально 15 минут, здесь все рядышком. Попробуем попасть на прием к доктору по страховке, но если будет нужно долго ждать, то заплатим сами. Вот сейчас видите эту крепость, большую скалу такую, это мы проезжаем Учхисар. Вернемся сюда немного позже. Госпиталь. Мало немного полегчало, температура вроде сбилась. Ждем врача, мы сейчас, он Гена очки пока выбирает, а у врача обеденный перерыв. Мы сейчас в госпитале находимся, в Невшихире. И играем с Алисой в ку-ку. Нам сказали, что доктор будет через 2 часа. Сидеть в больничном коридоре с кучей заразных детей я не хочу, поэтому мы вернулись пару километров назад в Учхисар. Погуляем по красивой долине. Сегодня хорошо, не жарко. Замок Учхисар является самой высокой точкой в регионе и самым большим и красивым дымоходом фей вообще во всей Каппадокии. С панорамной площадки Учхисара видна вся Каппадокия и самые красивые места. А еще самый красивый закат можно встретить именно в этом месте. Это считается лучшим местом для встречи заката, одним из лучших во всем мире, не только в Каппадокии. Сейчас мы хотим подняться на смотровую площадку в замок. Конечно, хотели дрон запустить, но сегодня очень сильный ветер. Мы сейчас в низине, и здесь так не чувствуется. Но с высоты, конечно, думаю, что не получится у нас с дроном сегодня идея. Ну, там и без дрона очень красиво. Ух ты! Боже, дочь. Ну. Цыпы, да? Алиса цып гоняет. Нельзя туда. Ну, дядя ругаться будет. Дося, нельзя цыпочек гонять. Будем кататься. Курочек идем искать, цыпляток маленьких, осторожно. Спускайся. Давай. Оба. Тебе кто нравится, большая курица или маленький цыпленок? Нет. Осторожно, чтобы качелька тебя не стукнула. Алиса будет или тетя кататься?
Посещение Учхисара входит в красный маршрут. Крепость создана природой, испещрена туннелями и пещерами, которые создавались людьми. Из-за периодических землетрясений многие комнаты до сих пор не раскопаны. С вершины крепости можно увидеть вулканы, долины и каменные грибы. В домик, да? Там, где в пещерках люди жили, да? Где феи жили, да, в дымоходах в этих? Там, да? Вон домик, видим на горе, да. Мы здесь сегодня совершенно одни. Вроде и карантин, Алиса, да, и карантин уже закончился в Турции. Вообще нет туристов, абсолютно. Конечно, Россия ж продлила ограничения. Да, Россия не летает пока что. Украинцы движут Турцией. Волчик поет. Здесь такое эхо, муэдзин поет в мечети, слышно на весь Учхисар, даже при ветре. В другую сторону причем ветер. Не знаю, мне кажется, я в прошлой жизни где-то на Востоке жила. Мне так нравится это пение, все время завораживает. А Это, Алисе между прочим, утром оно мешает здесь, мне вообще нет. Поет. поет. слышишь? Поет. А вот жилище местных, прямо здесь в скале. Посмотрите, где они готовят кушать. Комната, целое жилье. Она видел папу? Ага. Вот это палка. А куда Алиса идет? Все, мы возвращаемся в госпиталь. Обеденный перерыв у врача закончен. Везем Алису на осмотр, пока она спала. Гена заказал нам такие лепешки прикольные турецкие. В печи готовящиеся. Лепешка просто обалденно вкусная, огромного размера. $3 на двоих, представляете? Вообще, наша пицца отдыхает. Ждем врача под кабинетом. Вышли мы от врача, посмотрел нас педиатр, очень опытный такой мужчина, 45 лет стажа у него в больнице работает. Ну, в общем так, у нас ангина, горло красное, назначил нам лекарство, назначил сироп от горла, потому что спреи у них не принято давать. Ну, сказал, что через 3 дня должно быть все нормально, если нет, тогда будем уже антибиотик принимать. Вот, температуру вроде сбили, ну, едем дальше. Конечно, сегодня день у нас полностью весь перевернулся, потому что ребеночек приболел. Надеюсь, что все будет нормально. Да, пап? Конечно. А как по-другому не может быть? Смотрите, какой антикварный магазинчик мы нашли на площади в Учхисаре, на главной. Сейчас мы поднимемся на самый верх, на смотровую площадку крепости. Вон там, где флаг развивается. Курочки. Смотрите, какие красивые билетики. 20 лир, взрослые, дети 10 лир, Алиса бесплатно. Я не проканал за ребенка, я доказывал, что я тоже children.
Да. Билеты как полиграфия, рекламные буклеты. Красиво напечатано, с ценой, с номером входным, все как положено. Ух ты! Ух ты! Через причудливые залы крепости мы потихонечку идем наверх. Народу мало сегодня. На смотровой я видела всего лишь пару человек стояло. Доця, на руки? Сама? Давай. Нравится тебе здесь? Или ты еще не поняла, скажи, да? Где куку? Вот куку. Ку-ку. Вообще-то этот замок использовали как крепость и римской, и византийской армии в старину, поэтому он имел стратегическое значение. Когда-то в замке жило около 5000 человек, и дома, вырезанные на склоне холма, остаются свидетельством этого. Лучшие фотографии пещер в интернете можно найти именно отсюда. Кто у нас тяжелая лошадка? Ездит на папе. Ей можно. Кто ездит на папе? Ей самой еще не надо ходить столько. Ко-ко-ко. Ну что, мы поднялись на самую вершину крепости. Ну, я скажу, это было очень легко. Я думала, подъем будет сложнее. Смело можно с детками идти. Закрой его. Сокровища, покажи мне. Папа, ты видел наши сокровища, которые Алиса собрала? Ух ты! У нас быстрый перекус, и сегодня еще хотим постараться успеть в Гёреме, музей под открытым небом. И может быть закат посмотреть в Красной долине. У нас будет вторая попытка. Давай ложечку, Алис, ротик открывай. Алиса. Я вижу камешки красивые, красивые. Мы сейчас в Красной долине, и сегодня у нас вторая попытка встретить здесь закат солнца. В предыдущем выпуске я показывала вам это же место с дождем и ледяным ветром. А сегодня мы немного успокоились после визита к врачу, и погода вместе с нами тоже успокоилась. Ждем закат. Смотри. Ай, какая штучка. Покажи папе штучку. Дося, покажи мне папе штучку. После заката в Красной долине мы пришли ужинать. И сегодня я вам покажу турецкую кухню и национальное блюдо Каппадокии, которое называется тести-кебаб. Алиса голодная, будет сейчас чечевичный супчик очень вкусный. Да. Проснулась, легла не вовремя, у нас сегодня сбили здесь весь режим. Вкусный супчик. Пробуем, пробуем. Алиса у нас любит пасту, но я ей дам ее после. Сейчас, все, она уже увидела макароны, все, сейчас мама даст. Дося, смотри, что сейчас дядя будет делать. Смотри. Тести-кебаб это блюдо? Тести кебабы.
Merhaba. Ha? Класс. Окей, Enjoy. окей, thank you. Класс. Смотри, оно еще там кипит просто. Красиво. Смотри, какое горячее. Ты видишь? Сейчас мама тебе даст твои макарошки. Класс. Вот если вы будете в Каппадокии, попробуйте обязательно. Это очень вкусно. Он готовится с баранины, из из курицы или из говядины. Но из говядины, вот как по мне, самый классный. Сейчас тебе включу твой мультик. Макарошки ты будешь? На.